Всем привет! Вы на канале PsyLife и тема нашего видео «Почему мы не нравимся людям?» Распространенные ошибки. Есть множество причин, из-за которых мы можем не нравиться окружающим. Зачастую мы попросту их даже не замечаем. Но если после нашего видео вы найдете в себе хотя бы 4-5 пунктов, значит вам есть над чем задуматься и поработать. Итак, пункт 1. Вы перебиваете. Если вы постоянно перебиваете собеседника, не даете ему закончить фразу или мысль, то постепенно отбиваете у него желание с вами общаться. Поэтому стоит научиться слушать, а не только говорить. Пункт номер 2. Вы громко разговариваете. Если вы громко разговариваете, то невольно начинаете раздражать других людей, потому как вы напоминаете радиовещатель на максимальной громкости. Переключать практически невозможно, да и слух режет. А через полчаса такого общения ваш собеседник почувствует головную боль. Так кому такое понравится? Вам стоит уяснить, что разговор на повышенных тонах не делает вас более убедительным, а громкость не придает вашим словам никакого дополнительного веса. Пункт номер 3. Вы тихо разговариваете. Если вы разговариваете тихо, то, как и во втором пункте, собеседника это раздражает, оттого вы ему и не нравитесь. Ему постоянно приходится напрягать свой слух, только потому, что вы говорите себе под нос, и проследить цепочку вашего мнения становится практически нереально. Точно так же начинает болеть голова у вашего собеседника от лишнего напряжения, поэтому вам стоит научиться говорить так, чтобы вас было слышно, чтобы не было вопросов «А? Что ты сказал? Повтори, а то я не расслышал». Чем четче речь, тем больше шансов, что ваши слова услышат и поймут правильно. Пункт номер 4. Вы не держите слова. Если вы привыкли соглашаться на различные просьбы, а потом их не выполнять, это тоже отталкивает от вас людей. Возможно, пару раз им можно выкрутиться, но если такое поведение прослеживается очень часто, то впоследствии люди понимают, что на вас нельзя положиться. Они перестают воспринимать вас всерьез и уже не надеются на выполнение ваших обещаний. Таким образом, делаем вывод, что прежде чем кому-то что-то пообещать, стоит 200 раз подумать, сможете ли вы это выполнить, удобно ли вам сейчас этим заниматься, или стоит сразу вежливо отказать, чтобы потом не оказаться в неловкой ситуации. Пункт номер 5. Вы даете непрошенные советы. Конечно же, когда нам рассказывают какую-то сложную ситуацию, хочется человеку помочь советом или делом. Но зачастую такая помощь не только не нужна, но и вызывает у собеседника негативные чувства по отношению к нам самим. Мы вроде бы как хотели помочь, а человек вдруг меняется в лице и начинает так нервно ерзать на стуле. Это происходит потому, что когда вас не просят о совете, лучше просто выслушать собеседника, нежели начать его поучать и рассказывать, как надо жить. Нужно понимать, что вокруг вас взрослые люди, которые по-своему воспринимают ситуацию и могут сами решать, как им поступать. А любые ваши непрошенные советы будут восприниматься негативно, будто вы назойливая муха. Поэтому давайте советы только тогда, когда у вас об этом настойчиво просят. Пункт номер 6. Вы нарушаете личные границы. У каждого человека есть своя зона комфорта или поле, в которое он подпускает посторонних, и у каждого это поле свое. Кому-то нравится общаться слишком тесно, а кто-то предпочитает видеть собеседника целиком. Так вот, если вы ненарочно нарушаете чужую зону, то можете заметить, как собеседник делает шаг назад от вас, первый, второй, а на третий вы начинаете его раздражать. Чтобы избежать подобных последствий, есть золотое правило по дистанции при общении. Публичная 3,5 метра и более, социальная 1,2-3,5 метра, личная от 0,5 до 1,2 метра и приватная до полуметра. Пункт номер 7. Вы сплетничаете. Чем больше вы сплетничаете, тем меньше вам доверяют люди. Собственно, поэтому они вас сторонятся. Конечно, сложно в женском коллективе не попасть в этот дезинформационный поток, и уж тем более держать язык за зубами. Но люди боятся вас, так как сегодня вы рассказали сплетню о начальнике, а потом можете рассказать и о них. А кому нравится быть объектом насмешек или же ваших домыслов?
Поэтому стоит, если и делиться какой-либо информацией, то только проверенной. Пункт номер 8. Вы высокомерны. Если в компании людей вы чувствуете себя наиболее успешным человеком, это еще не значит, что нужно это демонстрировать. Окружающим не нравится, когда вы смотрите на них с пренебрежением. Скорее, это их раздражает и отталкивает, и они больше не хотят с вами общаться. Поэтому не стоит общаться с людьми свысока. Возможно, вам стоит вглядеться в другого человека, и вы увидите массу других его достоинств. Пункт номер 9. Вы избегаете зрительного контакта. Если вы при разговоре практически не смотрите на своего собеседника, то у него складывается впечатление, будто вы пытаетесь ему соврать. А если вы вроде бы и общаетесь с ним, а сами смотрите в телефон, то он воспринимает это так, что вам с ним не интересно, поэтому вы готовы отвлечься на что угодно, только чтобы не разговаривать с ним. Конечно, это не значит, что вы должны начать пристально вглядываться в его глаза все то время, пока разговариваете. Но стоит смотреть в глаза собеседнику, когда вы говорите о важных вещах. Таким образом, вы сможете продемонстрировать собеседнику, что вам важен он и разговор с ним. Ну а с вами был канал PsyLife. Если вы хотите продолжение на эту тему, почему мы не нравимся людям и ошибки, пишите об этом в комментариях. С вас лайк и подписка. А на сегодня, пожалуй, все. До скорой встречи. Пока-пока.